Осака – это город, который сразу задает ритм. Яркие огни, шумные улицы, ароматы уличной еды и удивительные места, где прошлое встречается с будущим. И тебе кланяются даже олени. За несколько дней я успела погулять по старинным улочкам, посетить город оленей, увидеть волшебные инсталляции в музее TeamLab, насладиться уличной едой и не только. В этом влоге я покажу Осаку такой, какой увидела ее сама. Живой, атмосферный и непредсказуемый. Поехали! Друзья, начинаем влог с Осаки. Первым делом мы направились в район Синсэкай, старый кусочек Осаки, который сразу можно заметить по башне Цутэнкаку. Это башня, которая считается символом ретро-Осаки. Синсэкай переводится как «новый мир». Однако, несмотря на название, этот район сохранил атмосферу старой Японии и сейчас выглядит как смесь Токио начала 20 века и французского Монмартра. Именно такой была задумка при его создании. Башню Цутэнкаку построили еще в 1912 году. Она была вдохновлена Эйфелевой башней и сразу стала одной из главных достопримечательностей города. Сейчас ее высота 103 метра. На верхних этажах есть обзорная площадка, а также Tower Slide, скоростная горка внутри башни, и Dive Walk, самая экстремальная прогулка по внешней части башни на высоте 92 метров. Не менее популярной является статуя бога удачи Биликена, которому люди трут ступни, загадывая желания. Здесь узкие улочки, старые игровые автоматы, маленькие ресторанчики и лавочки с уличной едой. Главная особенность — это, конечно же, яркие вывески, неоновые огни по вечерам и огромные пластиковые фигуры рыб и осьминогов на фасадах кафе. Осака в первые минуты вызвала у нас положительные эмоции. После Киото это, конечно же, очень приятно снова оказаться в городе с нормальной, привычной инфраструктурой. Не нужно ждать 5 вечера, чтобы что-то открылось, и торопиться до 3, потому что заведения закрываются. В общем, здесь, конечно же, уменьшенный формат такой Токио. Токио на минималках, я бы сказала. Вот это вот Осака. Отличительная особенность этой кофейни, она находится прям под проезжими путями. Мы под мостом, считайте, действительно Бруклин. Друзья, мы оказались в магазине карточек. Это все магазин карточек. Помните мир с Волли, Сабрина, маленькая ведьма, девчонки, паки были. Шикарные времена. Кстати, мы все еще под железнодорожными путями. Далее отправляемся на заселение, которое начинается здесь с 3 часов дня, и сейчас покажу вам местную особенность японских отелей. Вы сами себе берете кофе, чай, полотенца, бритвы, беруши, различные расчески, ватные палочки. И не нужно просить пополнить или еще что-то сделать. Все самостоятельно себе организовываете. И мы оставили багаж, прикрепляют их вот на такой вот локер и ждем 3 часов дня. Мы уже дошли до торгового. Сейчас сделаю такие небольшие вставки. Смотрите, какие модные. Кроссы стоят 72 тысячи. Это мы уже 2-ю неделю в Японии. Кролик стоит 70 тысяч рублей. Как вам цена? И пообедали. Вот так вот, точнее, позавтракали. Впереди нас ждет еще прогулка, если мы вообще в такой ветер, не знаю, одеться можно потеплее, но гулять долго нет, мы не согласны. Мы уже взяли мандарин, клубники, топаем на заселение, сразу же рум-тур. А то у меня по традиции всех влогов обычно за минуту до выселения. Быстренький. Да, это такой самый, наверное, маленький вообще со всей нашей поездки номер. Почему здесь воняет матчей? Ладно. Тапки. Я. Зеркало, конечно, такое смешное. Далее у нас ванная комната. Вот такая вот. Слушайте, ну нормально. Тут ванна есть, это очень хорошо. Мне так полюбились бомбочки здесь для ванны. Они с покемонами, с Hello Kitty. В общем, все это бурлит невероятным образом. Сидишь как маленький ребенок и ждешь появления маленькой игрушечки. Звук поезда, кстати, проезжающего, на который многие жалуются.
Так, это очиститель воздуха здесь, телевизор, даже рабочая зона. Вот такой вот видок. Ну ничего страшного. Мы же не в номере сидеть приехали, правильно? Далее мы отправились исследовать Осаку на метро, и это, конечно, отдельный вид удовольствия. Помимо очень удобной навигации, упорядоченной очереди в вагоны, очень понятной и четкой системе обозначения вагонов, куда они следуют, и, конечно же, стильных поездов, здесь существуют вагоны для женщин. Конечно, я не упустила возможности проехаться. Все такое розовенькое, аккуратное, ты чувствуешь себя на каком-то негласном девичнике. Мы пришли в Team Lab. Билеты 4000 на двоих. Выставка Team Lab – это сочетание природы и технологий. Звучит как-то грандиозно, правда? Я тоже так думала, пока не зашла внутрь. Вот они, передовые технологии. Прожекторы на деревьях, лампочки, спрятанные в траве. И мой фаворит – яйца, меняющие цвет от прикосновения посреди этого леса. Вау! Сказали все, но только не я. Хочется быть объективной, но, честно признаться, футбольная тренировка в соседнем парке была куда более интересной и завораживающей. Мы просто минуту стоим, уже двое таксистов подъехали и спросили, куда нам нужно, поэтому не переживайте, если у вас нет какого-то приложения, вы можете просто выйти на дорогу, встать вот так вот аккуратненько, и вас точно кто-нибудь заберет и увезет. Просто приложение нужно, чтобы понимать, какой ценник. Мы сейчас поедем за чуть больше, наверное, 1000, заплатим за 2 километра. Подъехала наша машина. О, дверь сама открылась. Хай, коничева. Анастасия. Я? Да, это я. Ой, классно. Слушай, комфортно. Очень и тепло. Вот, кстати, здесь на экранчике есть расценки. Заказали мы, кстати, через Uber. В общем-то, поездка 2 километра обошлась нам в 1500 йен. Мы приехали в самое вкусное и классное место. Называется оно Генки. Запомните, все, что будет от Генки, все будет супер классно. У ресторанов Генки очень простая и удобная концепция, где вы через планшет выбираете необходимую позицию блюд. Это роллы, суши, может быть рамен. Здесь уже включен в стоимость матча, чай. Но если его не любите, то есть и другие холодные напитки. В течение 2-3 минут приезжает готовая еда. Отмечайте на планшете, что вы ее получили, и далее по завершении трапезы вы довольны идете к выходу и уже через терминал оплачиваете свой прием пищи. Это все очень просто, быстро, удобно, а главное очень вкусно. Шли мимо и обнаружили здесь игру покемонов. Артем говорит, тут какой-то турнир. Люди сидят с карточками и что-то там выбрасывают. Мне даже интересно, как это строится. Это имеется в виду, покемон кроет покемона, что-то типа как в картах обычных, игры в дурак. Покемон сильнее, Ну я и говорю, да. Живой. Ну я и говорю, то есть по очереди просто. И что, одна карта? Энергию дают покемоны. Ну, в общем, у них, ну, это же не так сложно. Кому как. Мы прекращаем этот эфир для семейных разборок. Идем завтракать в Бруклин кафе. И сегодня отправляемся. Ребят, нет, это надо записать, просто отдельный превью, отмотаем. Друзья, сегодня исполнится мечта. Нет, вот так вот еще раз. Друзья, сегодня будет просто незабываемый день. Мы едем в такое чудесное место. Must-have поездки в Осаку – это посещение локации, на которую мы после завтрака отправимся. Я в небольшом предвкушении, просто потому что эти эмоции, их стоит запечатлеть. Итак, вход на станцию 9:03. Нужно догадаться, какую кнопку нажимать, чтобы попасть на Кинтецу Лайн. Так, кто знает, куда нажимать? Мы спустились на линию еще ниже метро. Я думаю, это какой-то пригородный поезд. Сейчас будем разбираться. 680 на одного.
1360 на двоих взрослых. Линия Кинтецу Лайн. Друзья, мы приехали на лучшую и самую милую локацию, мне кажется, всей Японии. Это парк Нара. Он переполнен олененками Бэмби, которые с радостью будут вам кланяться, лишь бы получить угощение. Держи, ты прекрасно кланяешься, ты молодец. Спасибо, спасибочки. Все, пойдемте на обзор этого замечательного парка. За 200 йен покупаете печенье для оленей обязательно, иначе контента не будет. Мы приехали в Нару за сказочными эмоциями и впечатлениями, а по итогу оказались участниками полнометражного экшена. Толкается, Настя. Не, охеревший, блин. Смотри, что делает. Блин. Настя, сейчас тебе в голову тут боднет. Отошли. Я тебе говорю. Ага. Сейчас. Херти, а не печенье. Все, идем отсюда. Добро пожаловать в Нару. Место, где ты не просто гуляешь в парке, а проходишь настоящее испытание на ловкость, скорость и умение делиться едой. Вот такой вот. Олени уже знают, что если они будут кланяться, то их покормят. Их покормят, да. Тёма, у тебя много поклонников появилось. Артема вообще животные очень любят. Будьте готовы к тому, что в начале парка олени более наглые, напористые, и все советуют пройти немножечко вглубь, чтобы больше как-то уединиться с животными. Олени здесь не просто так. В Наре они считаются посланниками богов. Жили они здесь веками. Их нельзя трогать, и они чувствуют себя полноправными хозяевами города. Но поверьте, если у вас есть крекеры, это уже не просто милые оленята, а настоящая банда. Кажется, здесь идет борьба за территорию. Мы нашли какого-то безумно ручного олененка, который разрешает себя гладить. И не такой наглый. Путешествия должны приносить радость, а не стресс. Уверена, ты мечтаешь о незабываемой поездке, но не хочешь тратить время на поиски жилья, продумывание маршрута и организацию всех деталей. Просто доверь это мне. Хочешь увидеть великолепную Малайзию, познать красоты Японии, ощутить ритм Кореи, насладиться огнями Гонконга, увидеть современный Сингапур или погрузиться в атмосферу Вьетнама? А может, тебе по душе отдых на побережье Бали или островов Таиланда? Я помогу сделать твое путешествие идеальным. Ты получишь продуманный маршрут, лучшие локации, проверенные места для проживания и рекомендации, которые сэкономят время и деньги. Все, что останется, наслаждаться моментом. Пиши мне в Телеграм, и я с радостью организую для тебя путешествие мечты. Ссылку ты найдешь в описании к этому видео. А мы двигаемся дальше во влог. Это что такое за балерина вообще? Да, друзья, тут предупреждают, что это все-таки дикие животные. Это не какие-то надрессированные котики, собачки, поэтому они могут кусать, они могут напрыгивать на маленьких детей, они могут вас бодать. Какой ты красивый мальчик, мне кажется. Нет, или ты девочка? Такая шерстка жестковатая на самом деле. Такой спокойный. Да, вглубь, если пройти, олени, правда, более ручные. Думаю, тут уже и без лишних слов понятно. Это однозначно must-have поездки в Японию, который никого не оставит равнодушным. Теперь вы знаете о нормах безопасности и особенностях этого парка. Если вы приезжаете, я думаю, с ноября по февраль, то будьте готовы к тому, что более 2 часов находиться уже прохладно, особенно когда заходит солнце. Так что мы отправляемся обратно в Осаку. Идем на обед, прикрепляю место. Кстати, было потрясающе, очень вкусно. И далее перемещаемся на еще один must-have Осаки. Хочу сказать, что в Японии за 2 недели я уже на 70% состою из рамена. Просто божественное какое-то блюдо. Тем не менее, мы сейчас проходим мимо торговой улочки. Если вы хотите купить сувениров или каких-то традиционных, может быть, вещей, то обратите внимание. Сейчас подсниму немножко ассортимент.
Здесь, например, магазин керамики, много ложек, палочек. Там какая-то уже история магнитов, причем максимально разного характера. Вещи, какие-то лотерейные истории присутствуют. И далее, вот туда вглубь, у вас уже будет огромный выбор всего-всего, что вам нужно. Посмотрите, здесь, когда берешь на соевом, дают такое аригато, дает значок. И на стакане тоже у них написано, что это соевое молоко. В общем, перепутать сложно. А кофейный Тулис. Неплохой кофе здесь. Ребят, продолжаем с вами обзор интересных покупочек. Это энергетик от Netflix, Squid Game. Доброе утро, друзья. Увидели на улочке. Сейчас прикреплю название. Вагю сэндвич здесь делают. Посмотрите, какая красота. Мы расстроенные, что уже набрали всякой ерунды. Да. Да. Шматок за 3500 был невкусный, если честно. Мы потом распробовали, оценили и поняли, что это было ужасно, если честно. Вот это вкусно. Да? Угу. Продолжаем рубрику «Интересные покупки». Это витамины, минералы с Пикачу. Мне понравились вот эти вот добавки. Минералы, витамины. Классные, очень вкусные. Посмотрите, как они, конечно, по маркетинговому придумали все это продавать. Хочу обратить ваше внимание, вот кроме этой машины, которая еще шумная относительно Японии, на улицах очень тихо. Нет никаких объявлений. Народ не громко разговаривает, машины не шумят, очень все спокойно. И это, конечно, непривычно. Покупки, все с Tax Free я оформляю. Tax Free здесь очень удобно, они сразу делают на кассе. Еще хочу что заснять. На каждые 10 метров перехода стоит светофор. У нас бы просто была в России, ну просто пешеходная зона. Здесь светофоры, ну они буквально просто везде. Еще хочу обратить внимание, дорогу за 2 дня здесь сделали. Все было вот так огорожено. Посмотрите, у них стоят люди специально, которые контролируют, чтобы во время того, как проходят обычные пешеходы, такие как я, никакой опасности не было. Поднимаются флаги, приостанавливаются какие-то опасные действия. Вон, видите, человек стоит с флажками. Интересно, за сколько они сделают эту дорогу? Друзья, мы на новой туристической и торговой улице пытаемся пробраться просто через пробку. Имейте в виду. Смотрите здесь, как приятно. Очень стильно. Ребят, Сидзюку отдыхает. Здесь народа еще больше, чем можно было представить. Одно из развлечений – это поездки на лодках. Ну, знаете, как по рекам и каналам. Те, кто в Питере, меня всем привет. Сейчас поймут. По этому магазину становится ясно, что Покемон кафе очень близко. Интересно, а мы сядем без брони? Вот такой вопрос. Посмотрите, какую прелесть они выносят. Классно. Ситуация следующая. Регистрация за неделю. Да ну, кто это тебе сказал, что за неделю? Ладно, окей. Регистрация за неделю. В общем, надо резервировать заранее. Мы пришли в самую классную раменную. Называется она Камукура. И очень здорово, что здесь на входе заказываешь, оплачиваешь и проходишь. Все из-за этого очень быстро, оптимально. Молодцы. Все посадочные места вокруг кухни сделаны. И я считаю, это очень оптимально. Вот такая красота. Говорит, будешь видео делать? Подождал, пока я камеру поднесу. Вот такая красота. О, аригато.
Мы не смогли пройти мимо клубники, ребят, честно, это просто невозможное что-то. Друзья, помните, днем снимала вам, что здесь целая техника была, сколько всего. Вот они уже все сделали к концу вечера, проложили. Они за 2 дня сделали, вот видите ту полосу, она там начинается, вот отсюда. И вот сюда, они трубы, видимо, что-то с трубами было. В общем, подходит к концу наша японская поездка. И я вам вот что скажу. Поначалу, когда мы приехали, для меня Корея была супер фаворитом. Можно я сейчас сниму шарф и вам расскажу? Поначалу, когда мы приехали, Корея для меня была фаворитом. Но по истечению 2 недель я поняла, что Корея близко, по идее, не стоит с Японией. Япония — это лучшее место, мне кажется, для гастрономического удовольствия. Если вам не хочется, неинтересно смотреть природу, каких-то оленей, знакомиться с культурой, да хотя просто приезжайте поесть. Соотношение цены-качества невероятное. Я считаю, Япония получает просто 10 из 10 возможных баллов только за еду. Мы тем временем будем готовить наши чемоданы. И завтра у нас уже дорога в аэропорт. Мне кажется, я еще во влоге вам не говорила, но в метро можно оплачивать 3 видами способа. Это QR, это прикладывать карточку и это пользоваться билетом. Прелесть. Человек, который решает, когда поедет поезд, а когда нет. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте про подписку, колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски по Азии. Конечно же, пишите свое мнение в комментариях и увидимся с вами в следующем влоге. Пока-пока.